Всем привет, дорогие друзья! Это наш второй влог из Антверпена. Сегодня первый игровой день. Так давно мы этого ждали. Мы сюда приехали в качестве действующих чемпионов, и сегодня важный день. Впереди у нас два Best of 1, два раунда швейцарки. Первый матч у нас против G2, и это настолько символично, что мы завершили прошлый мейджор в финале против G2, и вот мы встречаемся с ней вновь на этом мейджоре в первом матче. Правда, уже у них другой состав. Ну что, пожелайте нам удачи. Надеюсь, все пройдет хорошо. Мы узнаем скоро нашего второго соперника. Продолжайте смотреть этот влог и не забудьте подписаться на наш YouTube-канал. Поехали! О, привет! Вы уже тут, а я вам сейчас покажу, какой практис нам дали в ПГЛ. Итак, первое, что стоит отметить, что практис очень большой. Больше, чем на том мажоре, на любом, наверное, котором я видела. В общем-то, это какая-то огромная комната с несколькими локациями. В первую очередь здесь у нас находится большой зал, в котором, собственно, и стоят игровые компы и по какой-то причине зеркало такое на всю стену. Ну, мне подходит. Дальше есть такая кухня небольшая, есть холодильник, кулер. Не знаю, поставили специально для нас или нет, но тем не менее. И даже есть поверхность варочная, и это, я так понимаю, посудомойка. Да. То есть это как, ну, как это называется, апарт-отель называется, апарт-номера, которые похожи на квартиру. Огромный обеденный стол. Естественно, организаторы, как всегда, нас обеспечили разного рода снеками в избытке, скажем так. Небольшая кофемашина. И самое интересное, что тут есть еще одна комната. Мы так заглянем, туда просто сгрузили все, что, видимо, стояло в той большой части. Довольно забавно, даже диван есть, который спрятали. Маленькие окошки. Да, и все. Самое главное, что здесь просторно, немножко душновато. Кстати, может, кондиционер включить? Где кондиционер? Сейчас я разберусь. Так, 30. Я не знаю, ладно, будем надеяться, что у нас работает. Что еще есть? Плазма. И, в общем-то, все. Давайте подойдем домой с компьютеров и посмотрим. Тут сидит, кажется, Илья, да, тут сидит? Валера. Валера тут сидит, точно, мы здесь вчера пикем писали. Девайсы уже все ребята собрали, мы сейчас все еще ждем нашу игру против G2, поэтому здесь достаточно пусто, ну и, к счастью, чисто. Сейчас мы посмотрим, кто тут у нас сидит. Здесь за кадром находятся Андрей, Кирилл и Ярослав. И почему-то перед играми постоянно сидят именно Кирилл и Андрей в практике. Но сегодня к нам присоединился Ярослав. Ярослав, хотите принять участие в съемках нашего скромного влога для нашего YouTube-канала? Почему ты собрал? Хотя я всегда в практике сидит. Не всегда. Говорит, всегда тоже в практике сидит. Я соврала, говорит. Вот такими громкими словами разбрасывается Ярослав. Ладно, вот там смотришь. Outsiders Cloud9. 8.6, 8.8. Я смотрела только Nip Vitality. Но впереди у нас еще одна пара Best of 1, поэтому время есть. Так что движемся ближе к игре. Мы собрали все вещи, идем на второй этаж, потому что уже закончилась игра Nip Vitality, и это значит, что нам пора. Поэтому проследуйте с нами. Вот он, Ярослав, вот он, Илья. Мы за ним. Итак, я сейчас проведу обзор, как это называется, бара, который у нас есть в нашей игровой зоне. Итак, тут имеется полусъеденный банан, полувыпитая вода. Ну вот эти вот утеплители для рук, грелки для рук, тряпочка и освежитель для воздуха. Полный сервис. Хочешь водички? Я хочу. Ну все. Как твои дела? Отлично. Что делаешь? Настраиваю компьютер. Какие у тебя сегодня носочки? Не буду тебя отвлекать, чтобы ты не показывал, но если хочешь, мы посмотрим. Ты думаешь, какие-то другие? Ебой. Ну слушай, ты помнишь, рассказывал, что там вроде пропала связь с ними? Ну, это мейджор носки, я понял просто. Ой, я снова играю, не снова, а тоже играть на розовой мышке, тоже такое хочу. Вот Logitech. Короче, давайте посмотрим. Ну, тут очень-очень тесно, на самом деле. Поэтому я так стою прям возле ребят, не знаю. Кто там играет?
Есть где-то дырочка? Там Энс. Там Энс. Сейчас они будут играть против Face Clan. Очень интересный матч. Нипы выиграли у Виталити. 16-4 или 16-5 был счет. Мы уходили, не увидели. Поэтому уже какие-то сенсации имеются, ну, на мой взгляд. Я не очень верила в Нипов. А мы ждем нашу игру против G2. Скоро, кстати, мопед. А ну-ка, все, Виталити пришли сюда. Что это? Кто? А, это Вета! Cool. You guys ready? Yeah. Yes. Alright, Navi, you guys are higher seed. Would you like to be Team A or Team B? Team B? Team B, so you guys want to choose sides? Sure. Cool. G2, first two bands. Overpass and Ashen. Overpass. Ancients. Cool. Navi. Dust 2. Dust 2. Vertigo. Vertigo. And Inferno. And Inferno. G2, last band. Remove Nuke. Remove Nuke, so we play on Mirage. Navi side. City. CT. Thank you. Good luck. Good luck. Ярик просто только что пошутил, типа я ему сказал, что Мираж, он мне через 2 секунды. Или я Мираж был. И ты такой, или я Мираж был. Так, вот по статистике. У Натус Винцера, значит, 90% винрейт на карте Мираж. Сразу в сторис. 40% винрейт у G2. Как вы оцениваете шансы Нави на Мираже, Ярослав? Я не услышал. 90? Да? Ты что, не знал, как команда твоя играет? Я еле сказал, что это его карта. Я сказал, что он Моя, раскроется. блядь, на был так прыгаешь, ни одного фрага нет. Или раскроется. Он готов фрагер. Илья, ты готов раскрываться на Мираже? Я готов прыгать, бедный. Так, последний раз, кстати, G2 выиграли на Мираже. Знаете где? В Катовице. Это было последний раз. Это был последний раз. не счетово. Это был 10 раз. Это был последний раз. Крайний. А до этого в декабре на Бласте вы 16-4. 1-0. Да, это Энс, кстати, уже. Они там против Фейзов выиграли первый раунд, что ли. Так, ну все, без шансов. Андрей, здравствуй, поздравляю тебя с таким стартом мейджора. Первая игра, да еще и против G2. В принципе, расскажи о своих подготовке к мажору, как вы с ребятами работали, какие у тебя были ожидания от этого турнира? Ожидание победы, как обычно, но работали мы довольно-таки неплохо, продуктивно. Не так хорошо, как было перед прошлым мейджором, но тоже подготовка хорошая, но чуть-чуть слабее. Например, мажор был прошлый 80, здесь 70, типа такого. Вот. Все. Давай по свежим стопам поговорим по поводу матча с G2. Очень напряженная игра получилась. На допах все у нас закончилось, и такие были качели постоянные. А можешь описать, как это было с твоей стороны, как ты видел эту игру? Да, было... Ну, на Tier-1 уровне все решают, конечно, ошибки. И кто может минимизировать ошибки, тот, в принципе, и выходит в плюс в клатч-раундах. Уверен, что мы можем играть лучше. И очень много за дефенс мы отдали раундов, где мы не доигрывали. Не доигрывали глобально по макро, по общению, по контрдействиям и всему остальному. Вот. Но это очень большой плюс выиграть G2 в первом туре.
Во-первых, потому что у нас слабый посев, 8-й, и Буклс после второго тура будет сильный, скорее всего, я думаю, G2 должны далеко зайти. Мы ощутили в прошлый раз эту систему, что если ты играешь, в принципе, с слабой командой, типа как Квазар, то она потом проигрывает, и у нас очень слабый Буклс, и посев как бы теряется. Поэтому, в принципе, вот такой баланс, конечно, есть. Ну, эта система лучше, потому что G2 потом могут много G2 это делов инвестиция в наш Буклс. наворотить, да, они могут там и в 2-2 или там в 3-1 играть. Вот, поэтому очень хороший старт в том плане, что начали проигрывать, начали тащить, потом начали отдавать, снова дотащили. Это показывает, что команда набирает оборот. Но в целом, наверное, можно было ожидать, да, что первый матч будет очень тяжелым, что нужно было время войти в это турнирное состояние, как ты считаешь? Или, в принципе, это такое? Да, я вообще как бы я за то, чтобы первый матч был сложным, да, потому что команда сразу начинает не с легкой ноты, не с легкой ноги, скажем так, а с трудного чего-то и начинает... Придает тонус, да? Ну, тонус, да, и она остается в реальности. Потому что если ты кого-то обыгрываешь 16-1, ты можешь подумать, ого, какой мы в форме сильный. Но это best of 1, соперник мог не найти свою кондицию, там всякое может быть. То есть ты не делаешь больше акцент на соперника, ты делаешь акцент на свое состояние, и ты видишь, что ты можешь сопротивляться, и чувствуется сила. Вот это, ты остаешься в реальности и чувствуешь силу своей команды. Это очень важный момент. Все разы, когда мы начинали типа вот с сложного матча, у нас игроки чувствовал, что они как-то больше как ты говоришь, в тонусе. Хорошо, что ты скажешь примерно по челленджер стадии, по первому туру уже непосредственно легенд, кто тебе кажется сейчас в оптимальной форме, кто самый такой серьезный соперник для Нави? Так, Энс удивили в Best of 1. Против Фейзов 16-8, Виталити проиграли, не пам 16-4. Герои выиграли довольно-таки уверенно, но команда не очень сильная, я думаю. Беги выиграли Imperial, А Беги у кого Cloud9 выиграли? выиграли Outsiders, кажется. А Беги у кого, да, а Беги у кого Беги у выиграли? Imperial. Там тоже без шансов. да. Пока сложно сказать, после второго тура. После второго тура будет понятней, потому что первый день ты как бы все переосмыслишь, в конце дня, ты снова мыслями проснешься, будет более не все систематизировано, я бы сказал так. Но в любом случае все команды, которые они раньше были, они остаются конкурентами, даже проиграв. То есть Cloud9, FaZe, G2, Heroic, Энс сейчас подтянулись. Я вот смотрел вообще на обзор, на состав, и как бы вижу, что он сложнее, чем прошлый должен быть, намного. Для нас так точно. То есть тогда нам намного легче было. Многие команды еще были на грани изменений неких, то есть все говорили о том, Да, что то есть трансферы. за счет того, что мы выигрывали, мы как бы поменяли команды, усилили их, они начали подтягиваться выше, то есть создали сами себе соперника. Так вот, все, мы в ожидании второго тура, прямо сейчас скоро будет уже жеребьевка, с нетерпением ждем нашего соперника, друзья, а мы продолжаем этот влог. Только что завершился наш матч против G2 19-17. Это была очень плотная заруба на Мираже. И впереди у нас вторая игра против Big. Поэтому продолжаем смотреть. Если типа вот тут пацанком стоит, прикинь, она у него бьется. Да мы ж тестили, она в тебя билась и флешила тебя. Cool. So Navi, 2 bans. We removed Dust 2 and Vertigo. Dust and Vertigo. Vertigo. Big. Overpass, Inferno, and Mirage. Overpass. Inferno. And Mirage. Navi. Заманчиво. Две карты. На втором мы конкретно ебем на прак. Первого нет. Я не хочу. Ну, я бы вторую сыграл. So we remove nuke. Remove nuke. So we play on Ancient. Engine? Yep. Yes, good luck. Big. Have fun, guys. Side. City. City.
Just come, maybe this side. I thought this. Let's get it. Я всех поздравляю с таким успешным днем, и в первую очередь тебя, Илья, и всю твою прекрасную команду. Итак, 2-0 по швейцарке. Это значит, что остался один шажочек до стадии плей-офф, но сегодняшний день был действительно тяжелым. Расскажи мне, пожалуйста, как вообще прошла игра против G2? Там достаточно все было напряженно. Вот как ты это видел? Ну, начнем с того, что, как я и говорил, это Best of 1. Ага. Поэтому... Мы заметили. Ну да, поэтому как бы мы пытались сделать фокус максимально на все вещи, потому что любая мелочь могла привести к поражению. Против G2 мы проиграли, по-моему, 2 эко, за КТ, потом за Теров, и антифорс, точнее. Поэтому счет был, мы вообще могли проиграть. С бегами была немного другая ситуация, потому что мы... Как так получилось, что мы недавно играли с ними практику на Эншенте, причем на одном буткемпе с ним, и было забавно сыграть это опять, поэтому, не знаю. Он прошел так же, как и тот прак, который вы играли? Ну, с моей стороны нет, у меня как не везло за Теров, но да, в принципе, да. Вообще, мы только обсуждали в предыдущем влоге, насколько беги сильно там помогли, приютили, да. И вот и Марина, и Ярослав рассказывали, как классно они к вам относились, поэтому, не знаю, как-то было против них по-особенному, знаешь, играть? На самом деле, да, я не ожидал, что, с командой, с которыми раньше не общался, может быть, такое вот как раз чувство, как там, не знаю, на каком таланте со своими друзьями сыграть, но, респект парням, потому что в трудное время помогли нам и дали базу. Поэтому... И Ярик рассказывал, что кто-то из бегов подошел к Кириллу в начале сегодняшнего дня и сказал: надеюсь, вы закончите этот день с 2-0. И вот, никто же тогда не знал, что мы встретимся во втором туре, но так и вышло. Спасибо за пожелания в любом случае. Надеюсь, что, кстати, у бегов тоже все будет хорошо, 1-1, и они еще успеют выйти. Мы еще не знаем... со спиритами, да, завтра игра? Best of 3, по-моему? Да. По-моему, да. Скорее всего, да. Wait a minute. It was at this moment that he knew. He fucked up. По-моему, со спиритами, давай предположим, что это такие спириты, скорее всего, это так. Что думаешь? Как давно вообще играли с ними, я не помню. Ты помнишь, Кирилл? Я, честно, не помню, может быть, это был РМР. Это РМР. Я вам скажу Борису жуй, и он пожуй. Но если говорить по картам, то они, по-моему, 2 нюка уже сыграли на этом турнире. Причем выиграли герои, которые, если не ошибаюсь, у них был стрик, и все думали, что герои играют хорошо. Они начали уверенно, но Спирит собрались. Так и вы с героем-то нюк постоянно играете, и всегда славились как две команды, которые классно играют нюк. Так что мы завтра его, скорее всего, таки увидим, да? Я думаю, да. Подготовится Андрей, посмотрит демочки. Причем я не уверен, что это будет наш пик, потому что Спирит играет. Думаешь, они думаю, настолько дерзкие? На уверенности, да. Хорошо, друзья, в общем, вы в любом случае подпишитесь на наш YouTube-канал, для того, чтобы не пропустить следующие влоги, на наши социальные сети, чтобы не пропустить расписание завтрашнего дня и всех остальных. Спасибо большое, Илья, за этот день, за это интервью. Увидимся завтра, друзья. Всем пока!